Как сохранить кудрявую укладку на несколько дней? Привет, меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос», где я рассказываю об уходе за волосами и показываю кудрявые туториалы. Сегодня я покажу, как я укладываю свои волосы, если хочу, чтобы моя кудрявая укладка продержалась несколько дней без рефреша. У меня в руках ноутбук, я буду смотреть видео и параллельно комментировать то, что я делаю, ну а вы будете это видеть у себя на экранах. Итак, исходная позиция – это чистые вымытые волосы. Подробный процесс мытья и кондиционирования волос я показала в этом видео, ссылка будет в описании. После того, как я помыла волосы, я прихожу непосредственно к их укладке. Для начала выбираю несмываемый кондиционер и гель для укладки волос. Если у вас кудрявые, пушистые, сухие волосы, которые, например, на второй день после мытья ощущаются очень сухими, как солома, то вам точно нужен несмываемый кондиционер в вашей рутине. Несмываемый кондиционер имеет много плюсов. Они делают кутикулу волоса более гладкой, шелковистой. Это ассоциируется у нас с увлажненными волосами. Во-вторых, они способны распутать волосы, помочь в распутывании волос. В-третьих, они минимизируют механические повреждения волос. И в-четвертых, они помогают защитить волосы от пересушивания феном. У меня несмываемый кондиционер от Curl Smith. Как наносить несмываемый кондиционер? Во-первых, нужно взять нужное для вас количество продукта, чтобы не переборщить. Так, для моих тонких волос я беру совсем небольшое количество несмываемого кондиционера, распределяю его по мокрым ладоням и затем начинаю приносить его на волосы. И я начинаю распределять с кончиков и постепенно прочесываю руками всю длину волос, стараясь попасть продуктом на все участки. Чтобы равномерно распределить несмываемый кондиционер, его нужно прочесать расческой. Так как я делаю укладку на несколько дней, то прочесывать я буду волосы довольно аккуратно, разделяя их на секции. В видео я использую расческу Denman Brush D4, но какой-то ключевой роли именно эта расческа здесь не играет. Можно взять любую щетку, которую вы пользуетесь каждый день. Главное здесь это техника прочесывания волос. То есть я не расчесываю волосы, повторяя контур головы и прилизывая при этом волосы к голове. Я немного приподнимаю прядь от кожи и направляю ее как бы в сторону расческой. Это придает укладке рассыпчатость, прикорневой объем, а также будет классным лайфхаком для тех, у кого волосы не вьются от корня, у кого есть такая проблема, что завиток не вьется от корня. Вот это может его немножечко активировать. Для того, чтобы укладка сохранялась несколько дней, не превращалась в солому на следующий день, обязательно нужно использовать стайлинг. При этом наносить один и тот же стайлинг стоит в 2-3 слоя, либо использовать два разных стайлинга. Опять же, мы наносим сначала один, а вторым слоем второй. Наслаивание стайлингов – это ключ к хорошей фиксации и к сохранению вашей укладки на несколько дней. Наслаивать стайлинг – это значит сначала нанести один слой стайлинга, уложить волосы, и затем взять еще немного продукта и сверху укутать волосы в еще небольшое количество стайлинга. И уже получается 2 слоя. Чтобы не переборщить в этом процессе и не превратить волосы в сосульки жирные или в переувлажненные волосы, нужно внимательно подбирать количество стайлинга. Используйте на первый слой первого стайлинга в 1,5-2 раза меньше, чем вы обычно используете. Когда вы наносите второй вид стайлинга, либо второй слой того же стайлинга, используйте еще меньшее количество. Это и поможет вам сохранить волосы в нормальном состоянии и не переутяжелить их. В качестве первого главного стайлинга я выбираю гели. Гель всегда обладает более сильной фиксацией, чем любой другой стайлинг на рынке косметических продуктов. В данном случае мой гель обладает такой средней фиксацией, имеет увлажняющий финиш и отлично распределяется по волосам. Я беру совсем небольшое количество геля, распределяю его по мокрым ладоням и начинаю переносить на волосы. Я просто стараюсь аккуратно окутать в гель прядки. И на этом этапе я не жамкаю волосы. Вот это вот движение я не делаю, чтобы ничего не выжимать из волос. Это мы сделаем позже. Дальше я выделяю следующую секцию волос и начинаю наносить продукты на нее. Особое внимание я уделяю вот этой вот макушечной зоне. Я прочесываю волосы расческой и задаю им направление таким образом, чтобы они легли красиво назад. И чтобы после сушки у меня тоже волосы в том же направлении лежали.
Я провожу довольно много раз расческой по одной и той же пряди. Это позволяет лучше сгладить кутикулу волос. Эта часть волос на самом деле у меня довольно пористая и очень мелко завивается. Я выделяю еще несколько прядей у висков, прочесываю их расческой и следующим этапом буду наносить уже на всю вот эту зону, на макушку и на виски гель. Опять же, беру небольшое количество геля и приношу его на выделенные секции волос. И у меня остается последняя секция волос, моя челочная зона. Я ее сбрызгиваю водой, за это время она уже успела подсушиться и кое-где распушилась. Я выделяю довольно мелкие секции, начинаю их прочесывать расческой, закидываю при этом волосы назад, так я сохраняю прикорневой объем в этой зоне. Далее я наношу гель на эти секции, и у меня есть некоторое подобие челки, и здесь я хочу как бы более акцентировать свои завитки, поэтому эту зону я укладываю, наношу на нее гель отдельно. Дальше я сбрызгиваю волосы водой и начинаю их жамкать. Обратите внимание, что я жамкаю не только основную длину, но и у самых корней волоса. Жамканье волос у корней позволяет активировать завиток у корня. При жамкании я меняю положение головы, потрясываю волосы руками возле корней, опять же, чтобы они просто красиво рассыпались и разлеглись. Далее я выбираю, какой слой стайлинга у меня будет вторым. В этой укладке я выбираю пенку для волос, у меня так и ходи. Сочетание геля и пенки в укладке, когда пенка идет вторым слоем, позволяет в итоге получить не только укладку, которая хорошо держится, но и при этом укладку с хорошим объемом, что мне лично очень нравится. Заметьте, что я беру, опять же, небольшое количество пенки, потому что это уже второй стайлинг, и мне не нужно переборщить с количеством продуктов на моей голове, потому что это может привести к утяжелению, к обвисанию волос, к какому-то такому грязно-липкому эффекту. Это никому не нравится. Перед нанесением пенки на волосы их тоже можно слегка сбрызнуть водой. Пенку я сначала распределяю на прикорневую зону такими легкими похлопывающими движениями, и затем остатки я как бы дожамкиваю по всей длине волос. Также вместе с пенкой я вот так вот потрясываю волосы у корней рукой. Это тоже, как бы позволяет ей там немножко распределиться получше в прикорневой зоне, что потом будет залогом объема. И последний этап нанесения продуктов – это промакивание волос полотенцем. Я промакиваю влажной частью полотенца волосы. Это забирает лишние продукты с волос, но при этом не забирает слишком много воды с волос. Делаю последние штрихи в раскладке волос и дальше буду приходить уже к сушке волос. На моем канале есть несколько видео про муссы и пенки для волос, про то, чем эти продукты друг от друга отличаются, о том, как подобрать мусс. Есть обзоры разных муссов и пенок. Я ссылки на видео оставлю в описании к этому видео. Далее приступаю к сушке волос. У меня фен Dyson, как вы успели заметить. На нем я выбираю максимальную мощность и первую либо вторую температуру. На самом деле первая температура в Дайсоне уже ощущается довольно горячо для кожи головы. Чаще всего я использую только первую температуру при сушке волос. Кстати, у меня есть подробный отзыв о фене Dyson на моем канале. Можете его посмотреть. Первое, что я делаю при сушке волос, это просто обдуваю все полотно волос воздухом из фена. Так создается такой легкий каст от стайлингов, и дальше уже можно более спокойно приступать к сушке волос, не боясь, что там все развалится. Следующим этапом я сушу прикорневую зону. Это 10-15 сантиметров от корня. И как я ее сушу? Я беру диффузор, прикладываю ее к этой части головы и немножечко так приподнимаю. И так просушиваю, по всей площади головы вот эту вот прикорневую зону, несколько раз проходясь по одному и тому же месту. После нескольких первых кругов просушки прикорневой зоны, когда я чувствую, что кое-где она уже высохла, я начинаю просушивать основную длину, вкладывая волосы в чашу диффузора. И если я хочу, чтобы мои кудри активировались максимально и очень сильно подпрыгнули, тогда я всю длину вкладываю в диффузор, довожу до самых-самых корней и держу диффузор вот так вот возле корней. Но, во-первых, от Dyson довольно горячая температура, я это не могу себе позволить сделать. Во-вторых, я не очень люблю, когда у меня сильно подпрыгивают волосы, так как они довольно кудрявые и вся длина будет съедаться.
Поэтому я предпочитаю вкладывать в диффузор волосы и слегка его приподнимать, не доводя до самых корней чаши. Чтобы равномернее просушить волосы, опять же, чтобы длина не так сильно подпрыгивала, как обычно, я начинаю прикладывать диффузор к волосам, как бы сбоку, да, и таким образом лапки диффузора, в которых есть отверстие для выхода воздуха, просушивают вот эту вот длину волос. Мне тоже очень нравится эта техника. И затем я начинаю снова повторять, уже до полного высыхания просушивать прикорневую зону, просушивать еще раз длину и смотреть, что где мне не досохло. В самом конце, когда волосы уже по ощущениям сухие полностью, я начинаю вместе с феном как бы разбивать каст, вот эту вот корочку от стайлингов. Да? Есть вот некоторые пряди, даже на видео видно, что как будто они еще мокрые. Они не мокрые, они просто в касте от стайлингов. Этот каст просто разбивается рукой, мы дотрагиваемся, и эта корочка разбивается. И я просто потоком фена и рукой помогаю себе убрать каст с волос, вот, и делаю таким образом прическу более естественной. Сразу после сушки волос укладка все равно выглядит еще такой довольно прилизанной, все равно где-то что-то останется в касте, где-то, может быть, что-то недосушено по ощущениям. И первые, не знаю, 15 минут лучше с волосами ничего не делать. Если нужно куда-то идти, просто идите так. Ну и уже минут через 30, если я хочу, например, больше объема, начинаю подбивать афропиком больше объема или там как-то укладывать волосы, может быть, в какой-то пробор другой и так далее. Долгий ли процесс вот такой вот укладки кудрявых волос? На нанесение продуктов самих у меня уходит до 13 минут. Сушу я волосы до 15 минут при помощи фена Dyson. То есть такая довольно тщательная укладка с несмываемым кондиционером, с 2 стайлингами, с прочесыванием волос по секциям. У меня занимает не более 40 минут вместе с помывкой головы и вместе с сушкой. Вот, не больше. Если у вас есть проблемы с сушкой волос, то у меня есть видео, которое может вам помочь. Как ускорить сушку волос феном. Укладка с этими продуктами в такой технике на второй день после сна у меня требует минимального рефреша. Минимальный рефреш — это значит, что я помочила ладони водой и мокрыми ладонями там просто пригладила, если где-то был пушок, да, либо там подправила челку или волосы возле лица. Пару распушившихся прядей. Думаю, что я все довольно доходчиво объяснила. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите просто пообщаться, то пишите комментарии. Живите долго. Пока!